Сегодня я с вами буду вязать вот такие носочки. Набираю эластичным методом набора 73 петли. Это будет на каждую спицу по 18 петель. 18 умножить на 4 – 72 петли. Плюс 1 петля для замыкания ряда. Петли сразу не распределяю по спицам, а начинаю вязать. Первая спица. Первую петлю снимаю, не провязываю. Потом 18 петель резинкой 2 на 2. 2 петли лицевые, 2 изнаночные и так далее. Вторая спица. Ряд начинаю с 2 изнаночных петель. 18 петель на второй спице также провязываю резинкой 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. Третья. 18 петель резинкой вяжу 2 на 2. Четвертая спица. Вяжу также резинкой 2 на 2. Последнюю петлю не провязываю, а снимаю. Далее вяжу первую петлю изнаночной петлей с первой спицы. Потом протягиваю через снятую петлю провязанную изнаночную петлю с первой спицы. Второй ряд, как и все последующие ряды, буду вязать также резинкой. Резинкой 2 на 2. Необходимо провязать мне 40 рядов. Вы можете делать резинку по своему усмотрению, больше или меньше, кому как нравится. Провязала 40 рядов, это 8 сантиметров. После резинки один ряд буду вязать лицевыми петлями. Этот ряд будет подготовительный. В следующем ряду приступаю к вязанию узора. Схема узора и общий вид узора в следующем кадре. Узором вяжу 30 рядов, это 7 сантиметров. Первый ряд узора. 1 изнаночная петля. Далее 7 лицевых петель. Вверху вы видите схему первого ряда. Пустые клетки – это лицевые петли. Раппорт узора – это 9 петель и 9 рядов. Четные ряды буду вязать по рисунку. Одна изнаночная.
И еще одна изнаночная. Потом 7 лицевых петель. Одна изнаночная петля. Повторяю так вязать на всех спицах на протяжении первого ряда. Второй ряд вяжу по рисунку. Это означает, что над изнаночными петлями вяжу изнаночные петли, над лицевыми лицевые петли. Узор очень простой, только лицевые и изнаночные петли. На одной спице получается 2 раппорта по 9 петель 2 раза. Итого 18 петель. Столько, сколько у нас есть. Второй ряд связала. Теперь буду вязать третий ряд. На первой спице над изнаночной петлей провязываю лицевую петлю. Потом 7 изнаночных петель. Там, где изнаночная петля, вяжу лицевую. Таким образом вяжу весь ряд. Четвертый ряд, так же как и второй ряд, вяжу по рисунку. Четные ряды буду вязать по рисунку. Над изнаночными петлями изнаночные, над лицевыми лицевые. В пятом ряду повторяю третий ряд. Одна лицевая, семь изнаночных. Третий ряд повторяю еще 3 раза. Итого надо провязать 4 ряда, как третий ряд, до 10 ряда. 10 изнаночный ряд вяжу по рисунку, как все четные ряды. Одна лицевая. Так вяжу до конца ряда на всех спицах. Шестой ряд по рисунку, как все четные ряды. Я провязала весь раппорт узора. Получилось вот так. Провязав 10 рядов, буду начинать узор с первого ряда по 10 ряд. Всего от начала вязания узора надо провязать 30 рядов. Последний 30 ряд буду вязать, как все четные ряды, как 10 ряд.
Мне надо вязать узор до клиноподъема. Это 6 сантиметров или 30 рядов. Закончила я вязать узором 30 рядов. Всего от начала вязания должно быть 15 сантиметров. Довязала до клиноподъема. Теперь буду вязать первую часть клиноподъема. Клин подъема буду вязать на первой и четвертой спицах. Необходимо разделить количество петель одной спицы на 3. 18 делю на 3 будет 6. На первой и четвертой спицах надо прибавить по 6 петель. Прибавление буду делать через ряд. На первой спице вяжу первый ряд узора. 1 изнаночная, 7 лицевых. Одна изнаночная. Повторяю раппорт узора. 1 изнаночная, 7 лицевых, 1 изнаночная. Когда провязала ряд, делаю дополнительную петельку, то есть прибавку. Далее вяжу на второй и третьей спице первый ряд узора. На первой спице делала прибавление в конце ряда. На четвертой спице делаю прибавление в начале ряда. Дошла до прибавки. Делаю петельку и одеваю ее на четвертую спицу. Потом вяжу по узору, как вязала до прибавок, до клиноподъема. Петли прибавок в раппорт узора не входят. Я буду их вязать лицевыми петлями. Второй ряд клиноподъема. Этот ряд буду вязать без прибавок. Провязала по рисунку все петли на первой спице. Одеваю маркер. Прибавку вяжу лицевой петлей. Вы можете не отмечать маркером, но я для себя отмечаю прибавленные петли. На второй и третьей спице вяжу по рисунку. Довязала до прибавленной петли. Вяжу ее лицевой петлей. Также отметила ее маркером. Продолжаю вязать по узору все петли на четвертой спице. Весь второй ряд провязала по рисунку, как все четные ряды узора. Прибавленные петли вяжу лицевыми петлями. Перехожу к вязанию третьего ряда. Третий ряд клиноподъема буду вязать как третий ряд узора, но только с прибавками. На первой спице провязываю первоначальные 18 петель. Вяжу их узором. Потом одну прибавленную лицевой петлей. Делаю прибавку, дополнительную петлю. И начинаю вязать узор на второй и третьей спице. Довязав до четвертой спицы, опять делаю прибавку. Потом вяжу лицевой петлей прибавку, которую делала раньше.
На четвертой и первой спице 2 прибавленные петли клина подъема. В каждом втором ряду буду добавлять по 2 петли. Следующий ряд вяжу без прибавок. Итого на первой и четвертой спице по 20 петель. Четвертый ряд клина подъема вяжу узор по рисунку, так как во всех четных рядах. Прибавленные петли вяжу лицевыми петлями. Мне надо провязать 12 рядов. Прибавить надо 6 петель с двух сторон на первой и четвертой спицах. Последний 12 ряд – это второй ряд узора. Вяжу его без прибавлений. Приступаю к вязанию пятки. Центр пятки – это где начало ряда. Набранные петли на клин подъема вязать не буду. Пятку вяжу на 36 петлях поворотными рядами, лицевой гладью на первой и четвертой спице. Начинаю вязать от маркера центра пятки. Провязываю 18 петель. Это будет подготовительный ряд. Отсчет рядов начну с изнаночной стороны вязания. Вязание поворачиваю на изнаночную сторону. Это первая часть пятки. Эту часть я и вяжу. Первый ряд пятки. Первую петлю снимаю. Добавляю петельку, как добавляла на клине подъема. Далее вяжу 17 изнаночных петель. Довязала до четвертой спицы, до середины пятки. С четвертой спицы на первую вяжу все 18 изнаночных петель. Добавленные петли клина подъема оставляю непровязанными. У меня в работе 35 петель. 17 петель с первой и 18 с четвертой спицы. Петли подъема переснимаю с двух сторон на вторую и третью спицу. Вязать буду уже на 4 спицах. Второй ряд – это лицевой ряд. Первую петлю снимаю, делаю прибавку. Далее вяжу все петли лицевыми до конца ряда. На спице у меня 34 петли. В конце ряда 2 петли, добавленную и первую снятую, не провязываю. Вязание поворачиваю на третий изнаночный ряд. Третий ряд пятки. Первую петлю снимаю. Одна прибавка. Первая снятая петля и прибавка – это как двойная петля. Изнаночные петли до конца ряда. Не довязываю 2 последние петли, прибавку и снятую петлю. В работе 33 петли. Четвертый ряд пятки. Первую, как обычно, снимаю. Делаю дополнительную петлю. Потом до следующей двойной петли вяжу лицевыми петлями.
снятая петля и дополнительная петля. Это как в классическом варианте пятки бумеранг. Считается двойной петлей. Довязала ряд. Последние двойные петли не провязываю. В начале ряда всегда снимаю и прибавляю. В конце ряда всегда снятую и прибавленную петлю, то есть двойную петлю, никогда не провязываю. На спице 32 петли без двойных петель. Таким образом вяжу до тех пор, пока в центре без двойных петель не будет 12 петель. Между двойными петлями осталось 12 петель. В каждом ряду убавляла по одной петле с двух сторон. Теперь мне необходимо провязать 2 круговых ряда. Двойных петель у меня также по 12 петель на каждой стороне. Беру новую спицу, она у меня будет первая, и провязываю все двойные петли. Вяжу вместе 2 петли, снятую и прибавку лицевыми петлями за заднюю стенку. Довязала до новой спицы. Теперь вяжу на эту же спицу петли клиноподъема. 6 петель. В работе у меня на первой спице 18 петель. На второй спице у меня 18 первоначальных петель. 1 лицевая, 7 изнаночных. Так как я закончила перед клином подъема вязать второй ряд узора, то теперь мне надо продолжать узор и вязать третий ряд. 1 лицевая. Раппорт узора повторяю до конца вязания на третьей спице. Переснимаю с третьей спицы на четвертую 6 петель клиноподъема. У меня осталось 18 первоначальных петель. Так же, как и на второй спице, вяжу третий ряд узора. 1 лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая. Раппорт повторяю. Довязала до спицы, на которой вязала пятку. Теперь вяжу 6 петель клиноподъема. Дальше идут двойные петли. Провязываю вместе снятую и добавленную петлю. Вяжу 12 петель центра пятки. Вся пятка у меня вяжется лицевыми петлями. У меня в работе 6 петель клиноподъема плюс 12 двойных петель, которые я провязала как одну, плюс 12 петель пятки. Итого 30 петель. Второй круговой ряд. Петли пятки и клиноподъема вяжу лицевыми петлями. После клиноподъема вяжу четвертый ряд узора на второй и третьей спице.
Петли на 4 спице вяжу лицевыми. У меня 30 петель. Перехожу вязать вторую часть пятки. Вязать пятку буду поворотными рядами. Первый ряд будет изнаночный. Первую петлю снимаю, потом одну добавляю. Это будет двойная петля. Вяжу 12 изнаночных пяточных петель. Одну изнаночную петлю. Всего на спице будет 14 петель. Второй ряд будет лицевой. Одну снять, одну добавляю. Двойная петля считается как одна петля. 12 пяточных петель. Двойную петлю провязываю лицевой петлей. Потом с другой спицы вяжу еще одну лицевую. Итого 15 петель. Третий ряд. Одну снимаю. Добавляю петлю. Это двойная, как одна петля. Далее вяжу уже 13 пяточных петель. В каждом ряду пяточные петли увеличиваются на одну петлю. Снятую и добавленную петлю вяжу изнаночной петлей вместе. Одна изнаночная петля с другой спицы. Итого 16 петель с двойной петлей, которая считается как одна. В начале ряда делаю двойную петлю. Одну снимаю, одну добавляю. 14 лицевых петель. Двойную петлю провязываю лицевой. После нее еще одну петлю. Одна лицевая петля. Пятый изнаночный ряд вяжу как третий ряд. Только пяточных петель у меня будет не 13, а 15. Вяжу так. Двойная петля. Пятнадцать петель. Как я уже говорила, с каждым провязанным рядом пяточные петли увеличиваются на одну петлю. Одна двойная с нижнего ряда. Изнаночная петля. Итого в этом ряду 18 петель. Таким образом вяжу до тех пор, пока на пятке не будет 36 петель, а по бокам не останется по 6 петель клиноподъема. Перехожу теперь вязать на 5 спицах. На спицу, где петли клиноподъема, вяжу половину петель пятки, 18 лицевых петель.
Посередине пятки у меня будет начало ряда. Отмечаю маркером. Беру новую спицу и вяжу половину пяточных петель, тоже 18. Теперь вяжу 6 петель клина подъема с другой стороны. На двух спицах, где я вязала пятку, у меня по 24 петли на каждой. На следующих двух спицах буду вязать пятый ряд узора. 1 лицевая петля, 7 изнаночных. Одна лицевая. Раппорт повторяю. Вяжу до 4 спицы. На 4 спице вяжу все лицевые петли до середины пятки. Вторая часть клиноподъема. Убавлять петли буду в каждом третьем ряду. На пяточных спицах вяжу узором. Чулочной вязкой буду вязать только клин подъема. Первая спица. 6 ряд узора. Вяжу первые 17 петель узором. 1 лицевая, 7 изнаночных. Раппорт повторяю. В 18 петлю пятки и первую петлю клина подъема провязываю вместе лицевой петлей. 5 лицевых петель клина подъема. Последняя петля узора будет провязываться вместе с первой петлей клина подъема на первой спице. На второй и третьей спице вяжу 6 ряд узора. Четвертая спица. 5 лицевых петель. Две петли вместе методом переброски. Одну петлю снимаю, потом провязываю вторую и через провязанную протягиваю первую. Далее 7 изнаночных. Одна лицевая. Только первая петля узора провязывается вместе с последней клина подъема. Так надо вязать на протяжении всего вязания второй части клина. И одна лицевая. Всего 17 петель узором. Второй и третий ряд вяжу без убавок. Первая спица. 7 ряд узора.
5 петель клина подъема вяжу лицевыми петлями. Вторая и третья спицы вяжу узором 7-го ряда. 7-й ряд узора вяжется как 3-й ряд. На 4-й спице вначале вяжу 5 лицевых петель клина. Потом узором. В 3-м ряду также не делаю убавки. Вяжу его узором 8-го ряда. 5 петель клина подъема вяжу лицевыми петлями. В 4-м ряду буду делать убавку в петлях клина подъема. Вяжу его как 1-й ряд. Первая спица, 1 лицевая петля, 7 изнаночных и так далее по раппорту. Последнюю петлю пятки, это последняя петля раппорта, и первую петлю клина подъема вяжу вместе. После каждой убавки клин подъема уменьшается на 1 петлю. Убавки делаю на 1-й спице после узора, на 4-й до начала вязания узора. На 2-й и 3-й спице вяжу узор 9-го ряда. После убавки 4-го ряда вяжу не 2 ряда без убавок, а 3. Лишний ряд вяжу из-за узора. Следующую убавку буду делать в 8-м ряду. 9-й и 10-й ряд вяжутся без убавлений. В 11-м ряду опять буду делать убавку. Сделала убавление петель на клине подъема в 11-м ряду. 12-й ряд вяжу без убавок. Теперь буду убавлять через ряд. На клине подъема у меня осталось по 2 петли с каждой стороны. В 13-м ряду убавляю на клине подъема с 2 сторон по 1 петле. В 14 ряду буду вязать без убавок. В 15 ряду также делаю последнюю убавку. Закончила вязать 15 ряд на 10 ряду узора. Теперь буду вязать прямую часть стопы согласно схеме узора. По схеме я должна начинать с 1-го ряда. На прямой части стопы
мне надо провязать 50 рядов. На всех спицах теперь у меня по 18 петель. Довязала я до начала мыска. Теперь буду формировать мысок носка. Начало ряда должно быть на границе верхней и нижней части стопы. У нас начало ряда было в центре пятки. Отмечаю маркером начало ряда. Здесь будет начинаться убавление для мыска. Мысок вяжу чулочной вязкой, лицевыми петлями. Точно так же отмечаю, где буду делать убавление, и с противоположной стороны. Убавление мыска делаю через ряд. Провязываю до границы верхней и нижней части стопы лицевыми петлями. Убавление. Первую петлю провязываю лицевой. Последующие 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Далее вяжу лицевыми петлями до следующей спицы. На второй спице также вяжу лицевыми петлями, не довязывая до конца 3 петли. Теперь провязываю 2 петли вместе методом перекида. Первую петлю снимаю, вторую провязываю и перетягиваю первую петлю через провязанную вторую. 1 лицевая петля. На третьей спице первую петлю провязываю лицевой, потом 2 вместе петли за заднюю стенку. Продолжаю вязание лицевыми петлями до конца спицы. На четвертой вяжу лицевые петли, не довязывая 3 петли. Убавляю 1 петлю методом перекида. После убавления 1 лицевая петля. Первый ряд убавления я провязала. Второй ряд вяжу без убавлений. Убавление делаю через ряд. Таким образом, буду вязать до тех пор, пока на каждой спице не останется по 12 петель. Когда на спице останется по 12 петель, в начале было 18, вяжу еще 1 ряд без убавления. В этом ряду перевожу петли на 2 спицы и буду вязать 3 спицами. Теперь убавления буду делать в каждом ряду. Убавляю до тех пор, пока не останется по 8 петель на каждой спице. Когда на 2 спицах будет по 8 петель, отрезаю нить. Потом крючком через петельку протягиваю нить. Снимаю ее с крючка. Потом через следующую петельку опять протягиваю нить. Таким образом я закрепляю все петли на спицах.
В конце закрепляю их воздушной петлей. Вытягиваю нить на изнаночную сторону носка. В середине носка также закрепляю ниточку. Носки вязать я закончила. Теперь надо сделать влажно-тепловую обработку. До свидания, жду вас на канале.